Всем привет! Как вы могли догадаться по названию видео, спустя месяц с лишним после релиза я наиграл в New World 300 часов и готов поделиться своим самым объективным мнением об этой игре. Среди игроков есть мнение, что New World это Albion Online в 3D и с нормальной графикой. За 4 года в Альбионе я очень хорошо его изучил, и New World буду рассматривать, сравнивая с Альбионом, где это уместно. Но по большей части просто поделюсь своими впечатлениями и размышлениями. Вообще, после релиза багазонского продукта я планировал выпускать своего рода видеодневники, наподобие серии видосов про Альбион, с которых мой канал по сути стартовал и перевалил за 1000 подписчиков. Но, как оказалось, это была плохая идея, и пара видосов вообще не собрала просмотров. И это неудивительно, ведь Альбион, несмотря на то, что не имеет никакого сюжета, практически сразу генерирует большое количество разного рода уникальных ситуаций и событий. И пути игроков с самого начала могут радикально различаться. Поэтому каждый старт в Альбионе это неповторимое приключение, о котором можно интересно рассказать, и это будет интересно услышать или увидеть. New World, в свою очередь, не являясь песочницей, на старте задает по большому счету одну дорогу. И различия прохождения этого пути у нескольких сотен тысяч игроков практически полностью совпадают. Конечно, кто-то больше внимания уделяет второстепенным квестам, кто-то больше бегает по данжам, кто-то залипает на крафт и сбор, а кто-то разменивает золото на опыт через городские доски объявлений. Лично я, пока прокачивал уровень, занимался всем понемногу, поэтому практически не упирался в гриндволы и закончил основную сюжетную линию одновременно со взятием 60-го. Так что, если не стремиться, сломя голову, нестись по сюжету к капу, а играть вдумчиво, уделяя внимание крафту, сбору, сходив во все 4 данжа, встречающиеся во время прокачки, изучив все локации, в которые вы попадете, то большого недовольства прокачкой возникнуть не должно. Лично у меня были раздражающие моменты при переходе в локации с мобами уровнем повыше, но такие проблемы обычно легко решаются покупкой шмота по уровню и внимательной игрой. Многие ругают бесконечную беготню по локациям. Мне это тоже не всегда нравилось, но если выбирать из двух альтернатив, стоять несколько часов на споте тупо фарме одних и тех же мобов, или побегать несколько часов по красивым и проработанным локациям, то я выберу последнее. Тем более, что Aeternum реально великолепно проработан. И здесь я говорю не о графике, звуках и музыке, которые безусловно на высшем уровне. Некоторые обзорщики говорят, что в БДО графика не хуже, а то и лучше. И я по этому поводу ничего не могу сказать, так как в БДО играл очень давно и она меня вообще не зацепила. Но в любом случае графика не так уж и важна для ММО. И в New World мне очень понравилось, а если сравнивать с Альбионом, так просто восхитило само устройство мира и наполнение локаций. Все, скажем так, рутинные объекты типа пещер или деревень с мобами расположены логично и зачастую являются запоминающимися местами. Приведу пару примеров. Если мы обнаруживаем в горах поселение, то это будет либо небольшой форт, либо шахтерское поселение. На берегу моря обычно располагаются пиратские базы. Причем, как правило, они выстроены вокруг какой-то доминанты, типа потерпевшего крушение корабля или крупного форта, при строительстве которого пираты использовали части своих кораблей. Кроме таких объектов, можно сказать, нижнего уровня, мне очень нравится обнаруживать древние монументальные постройки, которые расположены далеко друг от друга, и понять, что они являются частью единого комплекса, можно только открыв карту. Например, древняя монументальная и частично разрушившаяся дорога, пересекающая остров с севера на юг, или башни-пилоны вокруг Эверфола. Конечно, для тех, кто играет в WoW или ТСО, мой восторг покажется странным, и скорее всего эти две игры в данном плане лучше проработаны. Но после Альбиона для меня такие детали просто фантастика. Ведь все это окружение позволяет нам окунуться в лор фантастического острова, даже не зная английского, чисто за счет расположения значимых объектов и мобов. Вообще, с лорной точки зрения, игра заслуживает как минимум внимания, ведь создатели выдумали новый мир в нестандартном сеттинге времен конкисты и смогли худо-бедно, но наполнить и логичной магией, и борьбой природных сил, и вписали сюда даже китайскую принцессу. Думаю, что в дополнениях нас будут ждать и викинги, и, возможно, римские легионеры. Плюс разбросанные по локациям записки позволяют людям с IQ выше 60 еще глубже погрузиться в мир и узнать его историю. Правда, этому мало способствует отсутствие локализации, и мне очень странно, что русского языка нет в игре. Понятно, что СНГ это небольшой и весьма нищий рынок,
Но перевести все тексты в игре пара фрилансеров могла бы за месяц. Однако с другой стороны, тогда надо было бы вводить в игру кириллицу. И тогда мы вполне могли бы ждать игру еще пару лет, ведь даже без проблем с кириллицей в игре просто огромное количество технических проблем. И очереди на релизе самая безобидная из них. Очереди и падающие сервера на старте крупной ММО – это обыденность, и глупо из-за этого переживать, но баги, ломающие игровой процесс – это катастрофа. Что самое интересное, эти баги всплывают с релиза, и не было дня, чтобы все работало нормально. То еда на БГ дает бессмертие, то топорик или броня багует, уничтожая баланс, то золото дюпается, то рынок отключают, то в данже дверь к боссу не открывается и так далее и тому подобное. Конечно, если этим не пользоваться и не встречаться, то игра в нормальном техсостоянии. Застрять или провалиться в текстурах очень сложно. Мобы в целом ведут себя адекватно, и пока качаешься, большинство проблем тебя не сильно касается. Но на капе это очень раздражает. Лично меня больше всего это раздражает на Battleground. И интересная арена 20 на 20 превращается в сраное уныние, где бегают 40 хатчетов, или типы, которых невозможно убить усилиями 10 честных игроков. То же самое касается и осад. Пока я не качался и не участвовал в этой активности, весь YouTube захлестнуло двумя волнами контента по поводу критических багов на осадах. И сейчас, когда я могу в них участвовать, есть критические для таких активностей баги. Если сравнивать с Альбионом, то команда из 20 немцев, используя Unity Carl, справилась ощутимо лучше одной из самых богатых корпораций мира. Запуск Альбиона не был идеальным, как и любой другой ММО. И большинство людей адекватные и понимают, что это очень сложная задача, но повторюсь, у создателей Альбиона, небольшой инди-компании, не было уничтожающих баланс или рушащих экономику ошибок. А у компании, которая купила всех стримеров и без того держа их в анальном рабстве, которая может позволить себе нанять лучших специалистов, не получается исправить критические баги в игре, сервера которой держат 2-3 тысячи человек. Вот насколько хорошо справились художники и геймдизайнеры, настолько же хреново отработало руководство и кодеры. Но в принципе игра играется, и кодеры хоть и хреново, все-таки что-то сделали. И рано или поздно баги должны пофиксить. А вот геймдизайнеры, создав отличный мир со своей непосредственной работой по созданию интересного игрового процесса, справились, может быть, даже хуже технических специалистов. Пока прокачиваешься и играешь пару недель на 60-м, это практически незаметно. И у меня вызывали неприятие критические обзоры блогеров, которые негативно отзывались об игре. Но поиграв достаточно на хай-левеле, я понял, что они были правы. По сути, что мы имеем на хай-левел? Можно прокачать сборы разных ресурсов до 200-го максимального уровня. И у меня сейчас 2 из 5 профессий прокачаны на максимум. И 2 вида переработки также выкачаны на максимум. Это позволяет собирать легендарные ресурсы, которые с небольшим шансом падают при сборе ресурсов 5-го тира. На примере. Мы добываем траву. С определенного уровня появляется возможность добывать траву максимального тира. И с нее падает 2 вида ресурсов, необходимых для создания ткани максимального уровня, которые используются в производстве high-level экипировки. А шанс выпадения этих легендарных компонентов можно повысить путем переодевания в сет, заточенный на удачу выпадения редких ресурсов при сборе. Плюс есть еда, повышающая шанс выпадения этих ресурсов. Таким образом, на рынке миллиард обычной травы 5-го тира, которая стоит в 10 раз меньше травы 1-го тира. И немного компонентов для создания топовой ткани. Но и это небольшая проблема, так как есть лимит на создание топовой ткани. Каждый игрок может создать только 10 единиц топовой кожи, слитков, брусьев и ткани. Эти ресурсы, необходимые для создания экипировки высокого гирскора, либо для создания легендарного эквипа. И в принципе это хорошая, как мне кажется, задумка. С такой системой нужны и крафтеры, и добытчики, и переработчики. Но для топовых легендарок нужна еще куча других ресурсов, которые добываются обычно фармом. Но не всегда понятно фармом чего. Кроме создания экипировки, тут есть и кулинария, и создание мебели, и ювелирка, и создание зелий, и крафт камней. В общем-то, система крафта обширна и довольно интересна. Но крафт должен преследовать какую-то цель, и вот с этим в игре есть проблемка. При капе на 60 уровне в high-level локациях есть элитные мобы и боссы 64 уровня. И мне думается, что разработчики планировали, что игроки будут собираться группами по 10-15 человек и отправляться в приключения, уничтожая трэш, чтобы добраться до боссов и сундуков.
На деле это превращается в наитупейший забег огромной толпой по сундукам и уничтожением боссов зергом в 50 лиц. Я пару раз поучаствовал в этом и разочаровался в данном контенте. Скорее всего, это издержки очень населенного и амбициозного сервера, но дух приключения, который до этого создавался локациями и окружением, убивается напрочь. Возникает вопрос, а зачем народ занимается этим? И вот здесь всплывает самая интересная механика игры. Изначально на 60-м вам падают вещи 500-го гирскора во время фарма мобов, и открытия сундуков вам может выпасть вещь 501 или 505 гирскора. После этого может упасть 507, 510 и так далее. В общем, вы поняли. До этого мы играли в атмосферное приключение, теперь попали в лутер-дрочильню. И прикол в том, что идти в один из двух хай-энд данжей имеет смысл только, когда вы поднимете этот самый гирскор выпадаемых шмоток как можно ближе к 600-му. На данный момент это самый топ в игре. И что интересно, показатель падающих шмоток привязан к определенному виду. То есть вам могут падать 580-е перчатки, но только 530-е секиры или 520-е щиты. В данной ситуации это просто конченая механика. И я не против гринда в ММО, но эта сраная, бессмысленная беготня по топ-фарм локации невероятно раздражает. Тем более, что шмот падает с рандомными статами и перками. И стандартная ситуация, когда вам дропается топор с бонусом к интеллекту и перками для ледяной перчатки. Получается, что пока вы не задрочите элитных мобов и сундуки до кровавых мозолей, вам нет особого смысла идти в топ-данжи. Но я сходил в них и ничего особо интересного не увидел. Просто данжи станут для вас следующим этапом дрочь-контента ради выпадения нужной топовой шмотки. Но и тут нас будут ждать ограничения в виде проходок в данжи. Эти проходки опять-таки крафтятся из хреновой тучи ресурсов, и надо будет закрывать разломы, фармить, перерабатывать, крафтить и снова фармить. И в общем-то ладно, это же ММО, а значит дрочильня ради шмоток. Но штука в том, что супер шмот с мегастатами может понадобиться только в PvP, так как мы группой прошли топ-данж далеко не в топ-шмоте. А с PvP здесь дела обстоят так. Есть БГ аванпост 20 на 20. Здесь нужно захватить и удержать 3 точки на карте, расположенные в центре мини-фортов. Форты можно укреплять, строить ворота, пушки, котлы с кипящей смолой. Можно призывать демонов-союзников, можно строить и осадные пушки. Для строительства надо собирать ресурсы, бить мобов, конкурируя с вражеской командой. В общем, аванпост реально классно проработанный веселый фановый контент. Кроме него есть сражение за город. Там примерно то же самое, что и на аванпосте, только команды 50 на 50. Захват города дает возможность ставить в нем налоги и улучшать станки. Все. В открытом мире PvP по сути нет, так как оно бессмысленно и ничего кроме фана и трат на починку шмота не дает. Итак, получается, что на 60-м можно фармить мобов, фармить ресы, бегать на БГ, иногда ходить в данж. Но не забываем, что PvP может раздражать из-за багаюзеров, то есть можно сказать читеров. И по итогу складывается двоякое ощущение. Вроде игра классная, необычный сеттинг, европейская стилистика, прекрасная графика, великолепные звуки, очень красивый мир. С другой стороны, нет осмысленной цели, ради которой нужно заниматься работой после работы на капе. Если с Альбионом мне было понятно, ради чего нужно было сидеть несколько месяцев после работы в данже, выкачивая мастерки, а именно, чтобы шмалять метеором не по 1000, а по 1900, и за счет этого кайфовать от крутости рейда вашей гильдии в открытом мире, то в New World единственная цель — это захват города, деньги от которого хз для чего нужны, ну разве что только для РМТ. И об этом нельзя не упомянуть, ведь игру в ру-сегменте продвигала одна всем известная веселая биржа. В общем, по моему мнению, после 300 часов игры делать тут больше нечего. Нового контента нет и в ближайшее время не предвидится. Фармить шмот ради фарма шмота как-то туповато, разве что только на продажу. Но можно наиграть еще часов 200 чисто после работы, играя по 3-4 часа, бегая с гильдией и знакомыми. Ведь комьюнити здесь, несмотря на то, что русскоязычное, но все равно просто замечательное. Практически все взрослые и адекватные мужчины и женщины. Кстати, примерно так же было и в Альбионе на старте, пока она была платная, даже не знаю, почему так происходит. В целом, лично я не пожалел, что в свое время предзаказал New World, и не жалею, что потратил более 300 часов на игру. И думаю, еще потрачу примерно столько же, но уже только ради общения с гильдией. Ведь на мой взгляд на капе как-то хардрайт смысла нет, да и цели толковой нет. Просто делать что нравится в хорошей компании.
Ну а игра является Франкенштейном. Разработчики попытались совместить в ней работающие элементы из разных успешных ММО, но не додумались проработать и согласовать их между собой. Сделали интересный сеттинг, но не наполнили глубокими историями и персонажами. Сделали лутер-механику на капе, но не наполнили ее разнообразным и интересным фармом. Сделали ЗВЗ механики, но не дали разумной цели для масс ПВП. В общем, через год-два, может быть, игра обрастет мясом в виде нового контента, механик и углубленного лора, а может быть превратится в болото с полупустыми серверами. Потом перейдет на фри-то-плей и обретет вторую жизнь, как это произошло с Альбионом. Но на данный момент игра на 2-3 месяца неспешной игры. На этом у меня все. Я благодарю всех, кто досмотрел до конца. Кому не сложно, подпишитесь там. Ну и лайк там было бы норм жмякнуть. В общем, всем пока.